В СССР эти журналы были ценнее дефицитных книг. Их засматривали до дыр, копируя фасоны. Но на Западе каталоги были мусором, который выбрасывали пачками. Пока одна компания не решила рискнуть всем, добавив в список товаров летающие ботинки и пилюли, превращающие воду в пиво. Продажи взлетели до небес, а люди начали покупать вещи, которые раньше считали фантастикой. Как ложь стала двигателем честного бизнеса? Зачем солидной фирме имидж шарлатанов? И как этот риск превратил обычный магазин в легенду маркетинга? Давайте разбираться. Почта появилась еще у древних египтян и персов, но долгое время была сугубо государственной конторой. Скажем, вполне развитая римская почта пересылала только правительственные документы. Для передачи частного послания нужно было или иметь специального раба, который шел с этим посланием пешком, порой преодолевая до 75 километров в день, либо упросить путешествующего друга прихватить твое послание. Римская литература сохранила описание того, как некто по имени Августин получил такое письмо всего через 9 лет. Однако уже в VII веке в арабском халифате возникла почтовая служба, которой могли пользоваться и частные лица. Да и в Европе еще в середине XV века князья Турн-und-Таксис завели почту не только для государей, но и вообще для всех желающих, только плати. В XIX веке пароходы и паровозы сделали почту практически всемирной, цены на доставку отправлений стали разумными, а сама доставка надежной. Для бизнеса открылась новая благоприятная возможность – продавать товары по почте. Знаешь, где продается нужный тебе товар? Напиши туда, хоть бы и в другое государство. Оговори условия оплаты и жди посылку. Она придет. Но как узнать, где можно заказать интересующий тебя товар? Вот для этого и стали издавать каталоги. Первые каталоги стали издавать для жителей села. В город они еще когда выберутся. А так закажут, что понравится, не выезжая из дома. Потом и горожане так обленились, что с удовольствием заказывали себе, что понравится по каталогам, рассылаемым в огромных количествах, чтобы увеличить число заказов. Есть фирмы-рекордсмены, рассылающие ежегодно 300 миллионов каталогов. Есть специализированные каталоги, скажем, Блицма, с помощью которого можно купить запчасти к множеству транспортных средств. А вот ассортимент товаров, предлагающихся в таких каталогах-гигантах, как Quelle, Otto, Neckermann, обычно довольно широк: одежда, обувь, аксессуары, бижутерия, товары по дому. Сейчас такие каталоги достаточно привычная вещь и для нас. А в СССР они попадали редко-редко. Их практически не использовали по назначению за полной невозможностью этого, а просто завистливо рассматривали как модные журналы, порой пытаясь скопировать доморощенными методами увиденный там эффектный фасон. Теперь мы немного к каталогам привыкли. Относимся к ним спокойней. Почему бы и не разобраться, как заставить их читать предельно внимательно? В штате Нью-Гэмпшир есть компания под названием The Edge Company. Она торгует по почте довольно широким ассортиментом товаров, ножами, инструментами, рабочей одеждой и электроникой. Проработав 15 лет, она решила что-то сделать со своими каталогами, чтобы их чаще замечали и эффективнее использовали. Основатель компании Патрик Гафни решил использовать принцип «измени только одно». Этот принцип советует не менять в продукции все сразу, а сделать только одно, но заметное и существенное изменение. Но какое же? Пожилые люди консервативны и недоверчивы, и изменения могут их отпугнуть, показаться заведомо невероятными. Может быть, пусть и кажутся. Наденьте ботинки и сделайте один шаг. Новые ботинки Hover Shoes создают необычный поток воздуха, и вы просто летаете. В статье была фраза: «В них можно ходить и в кино, грязь просто не прилипает к ботинкам». Новый набор для домашнего клонирования сделает за секунду то, на что природе потребуются месяцы и годы. С ним вы можете сделать живую копию вашего любимого животного. Под этим рекламным объявлением была расположена фотография двух совершенно одинаковых лабрадоров. Надпись под фотографией: «Спарки было так одиноко,
А у меня не было времени покупать и растить еще одну собаку. Полутораметровый инопланетянин в пластиковом корпусе. Специально указывалось: перевозка на грузовике. Товар действительно существует. Цена была всего $599. Волшебные пилюли превращают обычную воду из-под крана в пиво или вино. Вам больше не придется проносить пиво украдкой на работу. Все будут завидовать вам возле стойки с водой. Новый Body Surgeon от LaserFlex. За 30 секунд вы станете Геркулесом. В описании продукта было сказано: без труда вытягиваете рыбку из пруда. И не рекомендуется к употреблению животными и несовершеннолетними. Не правда ли заманчивые предложения? Не хотите ли приобрести такое? Правда, что-то мало верится, что такие вещи вообще есть на свете. Правильно, что не верится. Это все выдумки. Летающие ботинки, инопланетянин в упаковке, генетические чудеса за много лет до овечки Долли. Ну, про порошковое вино мы, положим, слыхали. Но спирт где брать? И какой же толк будет от того, что их включат в каталог? Тот, кто их не заметит, явно и не купит. Если кто-то заметит и возмутится обманом, жди никому не нужную жалобу. Могут и в суд подать. В стране, где число адвокатов на душу населения самое большое в мире, это может произойти и по меньшему поводу. А если заметят и захотят купить, замаетесь объяснять, что это же шутка такая, и ничего плохого вы не хотели. Тем не менее, именно эти фиктивные товары сделали новый каталог самым эффективным из всех каталогов этой фирмы и дали большую прибыль. Но как? Чтобы эти явно несуществующие товары принесли реальную пользу, понадобилась нестандартная идея, и ее нашли. Новый каталог компании заранее объявил, что среди множества указанных в нем товаров 5 — абсолютный вымысел. И те, кто раньше других эти товары обнаружит, получат существенный приз — $15 000. Этот приз оказался сильнейшим стимулом к тому, чтобы не просто перелистать каталог и отложить его в сторону, а действительно вдумчиво его перечесть от корки до корки. Что интересно, многие ошиблись. Целый ряд настоящих товаров, которые фирма реально продавала всем желающим, показалось им фантастикой. The Edge Company получила массу заказов и на инопланетянина в футляре, и на наборы для клонирования, и на средства. За 30 секунд превращающие в Геркулеса. Во все это не только поверили, но порой даже плакали, когда им сообщали, что такого товара нет и не может быть. Но такого товара им, конечно же, продать не могли. Что же увеличило продажи? Да просто то, что люди, желая получить приз, тщательно прочитывали весь каталог, задумывались над каждым товаром, есть ли он действительно, или это розыгрыш такой, и при этом находили массу товаров, которые, во-первых, оказывались им действительно интересны, а во-вторых, вполне могли быть заказаны и высылались по первому требованию. В результате продажи выросли, эффективность каталога резко возросла, а ведь именно это и требовалось. И еще одна приятная деталь. С точки зрения закона и морали, действия фирмы были совершенно безупречны. Она ведь всех предупреждала о наличии выдуманных товаров, никто не был обманут. Это и есть важный признак правильного бизнеса. Обороты возросли, продажи увеличились, но все совершенно добровольно, и все участники остаются довольными. К этому и надо стремиться. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.